Доброе утро, друзья! Приветствую вас на канале Рыболов-Копатель. Посмотрите, какой замечательный рассвет сегодня встречает нас. И я отправляюсь на коп. Еду на поле, еду один сегодня. Уж думаю, поскольку время свободное появилось, почему бы не поехать и не покопать вместе с вами. Я ж на самом деле я не один, я вместе с вами. Вы же наблюдаете за моими путешествиями, приключениями, похождениями. Не, вообще красота, посмотрите. Просто красота, друзья. Теплое сентябрьское утро. Вот я выехал, машина 18 градусов показывала. В принципе, вчера было 28, сегодня тоже днем обещают 28. Еще очень даже тепло. И я вам скажу, что я вообще не ощущаю именно климатически, вот по погоде, абсолютно не ощущаю то, что сентябрь уже наступил. Как будто бы вот август, начало августа, середина августа. Единственное, чуть холоднее вечером стало. Ну и так, туманы нет происходят на наших землях. Так что вот такие вот, друзья, утренние дела. Мы отправляемся с вами в центральную часть области. Не переключайтесь, я думаю, находки обязательно будут, и они будут интересными. Так что ставьте палец вверх. Кто еще не подписался, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Друзья, и вот мы с вами можем наблюдать сейчас гало-эффект. Посмотрите, вот оно солнце, а вот так называемое еще одно псевдосолнце. Вот оно сияет. Видите, чудеса какие. Чудеса чудесные, друзья. Чудеса чудесные. Ну вот мы и на поле. Поле по-прежнему не перевернули. Но пойдем вот в ту часть. Там дом был. Где-то еще там тоже дом был. Пойдем походим. В этой стороне мы еще не ходили. Я думаю, что-нибудь интересное дернем. Ну вот, мы синяя стрелка, как обычно. Вот дом, оно чуть-чуть со смещением дает. Мы вот прям перед домом стоим. Потом, если дальше пройти, дом будет. И вот в эту сторону, в углу тоже дом. Ну что, пойдем смотреть. Ну вот, и первые сигналы пошли. И вот такая интересная старенькая пуговица с символами солнца. Частенько вот эти пуговки попадаются и все возможные вариации солнышка. И у нас вот сегодня какое-то вот символическое прям с вами путешествие, друзья. Какие-то солнечные гало-эффекты на нашем пути следования встречались. Алые рассветы. И вот первый сигнал и первая находка тоже пуговица. Знаки, друзья. Сплошные знаки. Молодые косули. Семейство. Поскакали. Поставил глубинную программу, ребят. Выкапываю вот такой предмет. Сначала не понял, что такое. Потом немного почистил. Смотрю, ушко. Пуговица. Завернутая. Но такое чувство, что она в серебре
Видите, вот тут вот заворот такой идет, кантик. И вот как будто вот серебро блестит с этой стороны. Хочу ее сейчас развернуть, попробовать и посмотреть, что за пуговица такая странная. Может, интересная какая-нибудь. Меня аж заинтриговало все это. Развернул я ее кое-как. Ну, это не серебро, друзья, но посеребрение. Тонкий слой, морская пуговица. Старая причем. Пруссия, я так понимаю. Дорогие зрители, хотел поинтересоваться у наших соотечественников, у россиян, как там ваш YouTube работает. Есть ли тормоза, есть ли зависание, есть ли проблемы с просмотром, с загрузкой. Пишите, пожалуйста, в комментарии. У меня, в принципе, грузится хорошо видео. И выгрузка довольно-таки объемных видеофайлов на YouTube тоже происходит без проблем. Все делаю через интернет мобильного оператора. У меня МТС. У тех, у кого Мегафон, тоже, в принципе, все нормально. А вот с домашним интернетом, а дома у меня Ростелеком, действительно есть проблемы. YouTube абсолютно отказывается работать, подгружать видео. Все очень и очень туго и печально. Но если использовать VPN, то относительно тоже можно работать. Буквально следом, прям следом за пуговицей. Посмотрите, что выскакивает. Корона. Ребят. Это корона. Сейчас мы ее почистим. На ней вон такая штырек есть небольшой. Куда-то она крепилась в кожу, может быть. Давайте почистим. Мне кажется, это может от ремешка, типа наконечник. Могу ошибаться. У кого есть версии, предположения, пишите в комментарии. Пойдем дальше. Птицы группируются. Я думаю, собираются на юга по сезону. И вот такие вот ребята попадаются. По-моему, польские дела. 2 гроша. Ну, поле интернациональное полностью. По монетам совершенно однозначно. Такие 2 гроша. По-моему, 31-й. 31-го года. Хороший сигнал, друзья, был. И смотрите, что выскакивает. Пряга. И без накладки. Надо сейчас будет позвонить. Прям накладка, по ощущениям, недавно отлетела. Может, даже и здесь. Опа, вилка выпала. Давайте положим пока в сторону. Позвоню. Не слышу сигнала. Ладно, исследуем территорию вокруг. Но как будто недавно отлетела накладочка. Старенькая деталь попалась.
Сейчас почистим. Может от книжки, может от иконы, от старой. То ли птичка, то ли дерево. Непонятно. Как будто бы птица изображена. Вот сепаратора запчасти. На цвет мед. Еще одна запчасть интересная попалась. Обратите внимание, вот тут надпись Лавал. Написано, это оборудование, ну вообще для молочной продукции, там всякие сепараторы и так далее. Так что я думаю, вот это кольцо, это тоже все от сепаратора, от немецкого. Явно здесь тоже ферма была при доме с коровами. И вот здесь вот Лавал. Так как мы уже с вами запчасти от сепаратора выкапывали сегодня, я бы это колечко тоже к сепаратору отнес. Выкопал тару какую-то, свернутый тюбик. Развернул его, раскрутил. Тут вон надписи сохранились. Мне кажется, клей, наверное, был. Гамбург. Что-то вакуум. Ну, по-любому клей, наверное. Ну что, ребят, время обед. Буду заканчивать. Градус набирает обороты. На солнце становится тяжело. Надолбил разного цветника. Ну и кроме всего прочего, ну, вот так получилось. Монетки, как обычно, пуговицы. Накладку от пряжки так и не нашел. Корона такая попалась. Ну, в основном стандартный набор. Плюс какие-то вот ручки, пряжечки. По мелочи. По мелочи. Ну, в принципе, находки есть. В принципе, коп состоялся. Так что спасибо всем, кто смотрел. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх и пишите комментарии.